Здесь присутствует торф, мелкая кора и нет торфяного стакана. Как же нам повезло! Симоня, ты пришел первый и спишь, чтобы не проспать эфир. Семочек. Да, ну, понятно. Все, Долго, лежать. долго ждал. Ложись. Вот так, молодец. И не мешаешь. Добрый день, друзья! Сезон пересадок продолжается, и сегодня пересажу орхидею и мола. Купила ее в этом году, и орхидея очень активно наращивает корни, и воздушные, и в горшке есть раскукленные корни. Ну, видно, что и старые погибающие корни тоже присутствуют. Но так как орхидея в активном росте, ее надо пересаживать. Аккуратно извлекаю из горшка. У орхидеи очень влагоемкий грунт. Здесь присутствует торф, мелкая кора и нет торфяного стакана. Как же нам повезло! Почти в прекрасном состоянии корни. Уберем только сухие части корней. Вот, например, совсем небольшие части. Так. Рассматриваем, куда же уходит этот такой гнилой корень. Он так хорошо прирос к другому корешку. Вот он. Так, освобождаем от старого грунта. Если это возможно, и если хорошо снимается кора с корней, то убираем. Нам это больше не понадобится. Да и орхидеи тоже. Ласочный листик, который был в грунте, пожелтел, мы его можем спокойно снять. Так, что здесь еще может быть? Да, собственно говоря, и все. Вот еще один корень. Сейчас я вам его покажу. Такой корень можно совершенно спокойно отрезать. Смотрите, какой интересный корень. От шеи весь веломен у корня сухой.
Вот эта часть корня маленький, кончик живой. И сам тяж зеленый, яркий, не черный. Он тоже живой. Можно снять сухой веломен и все это оставить. Орхидея это может пригодиться. Почему сохнет верхняя часть? Но производитель явно не утруждает себя поливать какой-то отстойной водой. Вот какая есть вода, такой и поливает. Никто этим не занимается. Поливают любой водой, которая идет по водопроводным трубам. Поэтому очень часто попадаются такие корни именно у недавно купленных орхидей. Вот посмотрите, растут новые корни. И я поливаю водой из фильтра обратного осмоса, поэтому корни не кальцинируются, так как старые корни. Но их можно оставить, и даже вот такие тяжи можно оставлять в посадке. Ну и все, прекрасно растут корни. Ничего делать не надо, больше ничего отрезать не нужно. Все это можно оставить. Я покажу вам еще один корень. В самом конце он живой, а здесь веломен высох. Но тяж, основной цилиндр или корень орхидеи, давайте сравним. Вот это живой корень. Он тоненький, светлый. А вот этот начинает подгнивать. Именно тяж начинает подгнивать. Поэтому вот этот корень давайте уберем. Потому что вот этот тяж моментально сгниет в посадке. Так. Ну вот и все. Корни орхидеи промою под проточной водой. Ссылку на видео, как я это делаю, оставлю в правом верхнем углу экрана. А затем мы с вами посадим эту орхидею. Семочка не ходил смотреть, как моют орхидеи. Он сказал, что уже видел. И Много вообще раз. есть видео, можно смотреть там с 13 минуты. Он все это уже видел. Что я еще обнаружила? Обнаружила полностью маленький сухой корень. Его отрезаю полностью. И оказалась чешуйка от старого листа, которую нужно обязательно убирать, потому что под этими чешуйками может возникнуть какие-то и гнилостные процессы. И очень любят под такими чешуйками поселяться разнообразные вредители. А так как орхидея в отличном состоянии, и такую растущую, здоровую орхидею с новыми корнями и нужно пересаживать. Я жду того момента, когда орхидея очень активно начинает расти, и тогда пересадки она переносит без стресса и хорошо продолжает расти, прямо активно. Так, горшок у меня двойной прозрачный, объемом 1,4 литра. Так. Для того, чтобы все корни воздушные, которые выросли, поместить в горшок, я делаю несложные приемы. Наклоняю орхидею в одну сторону, помещаю все корни в горшок
И выравниваю по центру горшка. Вот так. И насыпаю чистый промытый керамзит. Такие пересадки у меня занимают не более 10 минут. Все очень просто и все очень легко. Но керамзит – это не панацея. Это не обязательный грунт, в который можно сажать орхидею. Есть большое разнообразие субстратов, в которые можно посадить орхидею. Есть любители сажать орхидею в кору. И это тоже отлично. Если вы умеете поливать в коре, в керамзите, это разный полив орхидеи, то вы прекрасно справитесь с любым грунтом. И вам все равно будет, в какой посадке находится ваша орхидея. Бывают, конечно, орхидейки капризные. И нам кажется, что нужно обязательно посадить в кору, и ей там будет лучше. Лучше всего орхидеи тогда, когда вы ее правильно поливаете. А у орхидеи только один закон для полива. Нужно, чтобы корни хорошо вобрали в себя воду, а потом обязательно просохли. То есть, как мы рассказываем всегда, и как я рассказываю, стали серебристыми. Потому что в природе орхидея не растет в грунте. У нее все корни воздушные и очень быстро впитывают в себя влагу, этот виламен с паренхимой, а потом на ветру, на воздухе очень быстро просыхают. Это закон жизни для орхидеи. Поливать буду свою орхидею тогда, когда просохнут корни, и полив всегда делаю. Наливаю воды в горшок на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта. Даю постоять такое количество времени, которое нужно орхидее для того, чтобы впитать большое количество влаги. Иногда это бывает час-полтора. Сливаю всю воду, ставлю на прежнее место и наблюдаю за корнями. Вот такая несложная пересадка орхидеи. Надеюсь, что к осени я увижу ее цветение. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.